Несмотря на то, что в Турции был снят сериал «Великолепный век Кесем», который считается продолжением любимого фильма, отечественные каналы не спешат нам его показывать. Остается только догадываться почему. Надо отметить, что сериал Кесем более драматичный. В нем гораздо больше насилия, предательства и интриг. Может быть, причины в этом? Но давайте немного подождем. Может быть, все изменится. В Турции широко обсуждают сценарий «Великолепного века». И как мы помним, пока его показывали, появились не только фанаты и поклонники этой истории, но и ярые противники, которые утверждают, что сериал – это позор для турецкой истории, и все на самом деле было совсем не так. В какое-то время появилась версия проклятия всех игроков данного художественного произведения, и вот что мне удалось найти об этом на страницах турецких изданий. Фантастические рейтинги сериала «Великолепный век» превзошли все, даже самые смелые ожидания. Он стал одним из сильнейших проектов, показанных в этом жанре на телеэкранах многих стран за последние 20 лет. Огромную славу принесло участие в проекте и молодым актерам, которые стали известны благодаря своей театральной игре. И неясно еще, узнали бы зрители о некоторых из них вообще когда-либо, если бы не этот замечательный шанс. Кроме молодых актеров, в выигрыше остались и популярные артисты, так как игра в «Великолепном» подняла их карьеру на новый виток. Но, как многие считают, радость от успеха была недолгой для некоторых игроков. Более того, вышедший впоследствии сериал «Кесем» с самого начала стал испытывать большие проблемы с рейтингом. Было даже время, когда проект и вовсе хотели закрыть. Окан Ялабык заявил, что роль в сериале, в котором он снялся после «Великолепного века», вряд ли кто-то из зрителей смог запомнить так же, как его будут помнить зрители персонажем Паргари Ибрагим Паша. Новый сериал, в котором играл актер, был представлен всего в 9 эпизодах, после чего его закрыли из-за низких рейтингов. Хатидже Султан, которую сыграла несравненная Сельма Эргенч, тоже вытеснила последующие роли актрисы в ряде предпочтений ее поклонников. Следующая роль в другом проекте не продержалась на экранах и полугода. Махидевран Султан «Великолепного века» Нурфита Хаглу также является одной из тех, кто не может найти то, что она искала в своей первой работе после «Великолепного». Сериал, роль в котором последовала после нашумевшей кинокартины, показывался зрителям всего 3 месяца. Как только гаремная Калфа Нигяр покинула сериал, актриса Фелис Ахмед начала участвовать в постановке «Зеркало моей души». Но когда сериал не получил запланированный рейтинг, его закрыли, и Фелис разделила ту же судьбу, что и другие актеры «Великолепного». Кроме того, пошли слухи о других, более реальных проклятиях участникам великолепного проекта. Последствия негативной энергии актеры почувствовали еще во время съемок, после того, как отыграли только первый сезон. Сначала Халид Эргенч, которого мы увидели в роли султана Сулеймана, сломал ногу на съемочной площадке. Затем сильно подвернула ногу Сельма Эргенч. Окан Ялабык упал с лошади, на которой он катался во время съемок боевых сцен, и получил незначительные травмы. Но самые трагические события, как считают многие, достигли главного сценариста сериала Мирал Окай и одного из актеров второго плана Хасана Кюсюм. Однажды утром Хасан вышел из своего дома, чтобы позавтракать. Он направился к магазину, и тут ему на голову упали мраморные перекрытия, расположенные на верхнем этаже 6-этажного здания, которые были повреждены дождем. Полураненый, он упал на землю. Его немедленно доставили в больницу, но спасти актера не смогли. Он скончался. После первого сезона сериала Мирал Окай заболела раком легких. В сети тут же пошли комментарии о настигшем ее проклятии за то, что она выставила в своем сценарии историю османов не в лучшем свете. Врачи боролись за ее жизнь, но после нескольких процедур химиотерапии женщина скончалась. Сабина Айрула Тазия, сыгравшая роль Афифе Хатун, молочная мать Сулеймана в сериале «Великолепный век», в январе текущего года упала в обморок, а после госпитализации ей был поставлен диагноз – злокачественная опухоль головного мозга. Актрисе провели операцию, сейчас она идет на поправку. Напомню, что Сабина Айрула Тазия 1946 года рождения, сейчас ей 75 лет.
Она является македонской актрисой и родом из Скопья, Югославия. Тунджель Куртис, сыгравший роль Кади Эбусууда Эфенди в сериале «Великолепный век», умер вскоре после своей звездной роли в возрасте 77 лет. Причина смерти – сердечный приступ. Тунджель Куртис был турецким актером кино, театра и ТВ. Луран Ахмети в сериале «Великолепный век» играл роль Хусрева Паши. Именно ему выпало право быть третьим мужем Хатидже Султан. Луран – один из самых популярных актеров Македонии. Скончался 25 марта 2021 года от коронавируса. В 2018 году общественность потрясла информация о том, что знаменитый актер Эднан Коч арестован в ходе операции по борьбе с наркотиками. Он, его брат и еще несколько сообщников обвинялись судом в хранении, употреблении и распространении наркотических средств, сопротивлении при задержании, а также в покушении на убийство. Известному актеру своим персонажем Бехрам Паша в сериале «Великолепный век» с подельниками в общей сложности грозило до 90 лет лишения свободы. Однако после долгих разбирательств, по сообщению новостного издания Сон Дакика, Эднан был оправдан и освобожден. Конечно, сами актеры не склонны приписывать все несчастные случаи, которые с ними произошли, какому-то мифическому проклятию. Думаю, это правильно. Жизнь, она и есть жизнь. А вы верите в то, что все эти события – дело рук черной магии? Напишите свое мнение в комментариях к этому видео.